канале Мари Россо. За это недолгое время существования моего канала повелась добрая традиция снимать DIY-видео накануне Пасхи. Вместе с вами мы уже делали свечи и подсвечники к ним, декорировали бутылочку в виде зайки. Вот она наша историческая, помните? Делали венок на дверь и учились красиво и празднично преподносить подарки-сладости. Вот и сегодня мы снова будем делать весенний венок на дверь. Забегая наперед, скажу, что веночек получился яркая витаминка для глаз. А еще я планирую выпустить вторую часть видео с пасхальными поделками. Не пропустите. Ну что ж, поехали! За основу буду использовать плотный двухсторонний картон. Чтобы нарисовать ровный бублик, я взяла две тарелки с разным диаметром. Обвожу тарелочку побольше, внутри которой тарелочку поменьше, так, чтобы она расположилась ровно по центру. А затем вырезаю. Лучше всего с этим справится канцелярский ножик. Сначала я слегка продавливаю контур, после чего на весу вырезаю внутренний круг, а потом прохожусь и по внешнему. С помощью любой ненужной бумаги придаем объем венку. Я использую бумагу из посылок, хорошенько мну ее и приклеиваю к картонной основе на горячий клей. Во время прогулки облюбовала я одну лужайку, где росла сухая трава. Ну и мы с котиком пошли и срезали несколько пучков. Вот столько. Ею мы будем декорировать наш венок. Но сначала нужно подобрать нитку в тон травы. Вот эта, думаю, должна подойти. Начинаю приматывать траву к венку, постепенно добавляя новый пучок. Если попадаются какие-то листики, веточки, соринки, лучше доставать их сразу, до того, как примотаем. И крутим так до тех пор, пока не заполним все пространство на поверхности венка. Отрезаю. Вот что у меня осталось из катушки нити. Цепляюсь за любую ниточку и завязываю узелок. Все лишнее, некрасиво торчащее срезаю. Вот столько осталось из того пучка. Дальше в ход пойдут цветные сухоцветы. Они остались от букета. А еще различные ленточки и блестящая мишура. Все цветочки и листики, что были у меня здесь под рукой. Даже изношенному обручу с цветочками решила дать вторую жизнь. И разобрала его. И различные блесточки, бусинки, стразики, куда же без них. Клеить буду на горячий пистолет. В магазине канцелярии купила мишуру декоративную в приятном салатовом цвете. Сначала прикладывала ее и на весь венок, и сверху, но больше всего мне понравилось снизу. Попыталась приклеить ее горячим пистолетом, но все тянулось за пальцами. И я заменила клей на тоненькую леску. Край лески приклеила и мотаю по кругу, приматывая мишуру, как мы это делали ранее. Каплей клея закрепляю кончик лески. На моем весеннем веночке главным атрибутом будет зайчик, а лепить его мы будем из фольги. Это мой первый такой опыт, поэтому делаю я это интуитивно.
Формирую маленький овал. Из второго отрезка фольги формирую ушки нашему зайке. Вот тут сами смотрите, длинные, тоненькие, согнутые, полет для фантазии. Теперь леплю туловище. Соединяю его с головой. Можно клеем, а можно тоже фольгой. Остается сделать хвостик и лапки. Их уже я буду приклеивать на горячий пистолет. Зайку планирую разместить где-то по центру. Обрезки ниточек от балабонов с предыдущих поделок решила использовать повторно. Можно заменить на вату или нарезать ниточек в нужном количестве. Смазываем клеем зайку и макаем в наш импровизированный пушок. Я наношу клей на небольшие участки, чтобы он не застывал раньше времени. По такому принципу обклеиваю всю фигурку. Пушистик практически готов. В конце вспрыскиваю его лаком для волос и добавляю немножко глиттера в тон зайки. Следующим буду делать носик. У цветка позаимствовала 1,5 см проволоки. Формирую с нее сердечко. Заливаю клеем. Маленькие детали удобнее держать с помощью пинцета. Сердечко присыпаю красными блесточками. Важно успеть это сделать, пока клей не застыл. Приклеиваю носик и сразу же глазки, маленькие черные бисеринки. Смотрю я на своего зайку и вижу в нем собачку Бульку из детского мультика. А теперь в ход идут все цветочки, веточки, все, что найдете у себя дома. Длинную проволоку я срезаю, иначе она будет мешать. Прикладываю, если нравится расположение, приклеиваю. Начинаю раскладку из самых объемных желтых цветочков. Декоративные листочки приклеиваю возле каждого цветка и немножко придаю им форму. А дальше все на глаз. Прикладываю различные бутончики, цветочки. Обычно я стараюсь не превышать количество оттенков в своих изделиях. Выбираю 3-4 цвета и от них отплясываю. Но в этот раз мне прям очень захотелось сделать яркую витаминку для глаз. Пришло время расположить на веночке нашего зайку. Приклеиваю по центру.
Обычную канцелярскую скрепку разгибаю и приклеиваю в качестве опоры для зайчика с обратной стороны венка. Снова приклеиваю бутончики, в этот раз голубенькие. Даже со старой ненужной бутоньерки срезала лилию. Нашла у себя листики из бисера и решила объединить их с цветком. Приклею-ка я его вот здесь. Дальше беру лопатые сухоцветы и приклеиваю их с обеих сторон венка, чтобы придать воздушности и объема. И другие сушеные цветочки формирую в мини-букетики. Приклеиваю в местах просветов. И уже ближе к концу добавляю ягодки. Стразики. Это совсем не обязательно. Но я решила добавить один в розочку, а второй на листик. Жемчужными бусинками расставляем акценты. Тут мне показалось мало блесточек, припорошила ими листочек. Это любовь. Цветные колоски в ярко-малиновом цвете. Загуглила, называются лагурус или зайцехвост. Как символично получилось. Из маленького отрезка бечевки делаем петельку, за которую в дальнейшем и будем его вешать. Осталось сделать бантик. Я купила два вида ленточек. Блестящую в красивом зеленом цвете и потоньше, под мешковину. Пришла идея их объединить. Приклеиваю вот так вот горячим клеем. Отмеряю такой себе условно овал, отрезаю. Делаю еще один, но поменьше, на сантиметра 3. Это пока откладываем. Соединяем стенки клеем и ищем центр у этого овала. Склеиваем. Точно так же поступаем и со вторым отрезком. Склеиваю их между собой. Центр бантика обхватываем остатками лески. Отрезаю, приклеиваю. И два хвостика. Отмеряем плюс-минус одинаковые. Все приклеиваем. И располагаю наш шикарный бант на верхушке венка. Весенний веночек на дверь уже готов встречать дорогих гостей. Скоро мы встретимся с вами еще, как обычно, на канале Мари Россо.